Григорий был успешным предпринимателем, умеющим сложить несколько миллионов на своем счету. Он являлся образцом самодостаточности и целеустремленности, продвигаясь вперед по лестнице успеха с неутомимым энтузиазмом. Однако однажды, когда он меньше всего ожидал, его ближайшие доверенные лица предали его. Боль от этой предательской душевной раны пронзила его сердце, оставив его с ощущением безысходности и потрясением. Итак, Григорий решил, что единственное место, где он сможет найти утешение и восстановить душевное равновесие – лес. Он покинул свою роскошную резиденцию, оставив позади всех своих слуг и роскошь, на которую он претендовал. Лес принял его обнимающими ветвями и тенистыми тропинками. Здесь Григорий нашел убежище от мирской суеты и забот. Он стал облеченным в рыбацкие снасти и охотничий каравай, взяв на себя роль охотника-собирателя. В то время как дни превращались в длительные часы наблюдения за животными и погружения в мир природы, Григорий начал вновь ощущать свою сущность и естество. Он нашел себя в гармонии с окружающими его дикими созданиями, а природа стала для него не только материнским объятием, но и полем для самосовершенствования. Охотник по имени Григорий путешествовал по густым лесным просторам в поисках добычи. Он был опытен и хорошо знал свою работу, но ему тесно стало от одиночества и молчания, которое царило вокруг. Уже несколько дней он продвигался глубже в лес, наслаждаясь природой и живописными пейзажами, но что-то в его сердце тревожилось. Внезапно громкий выстрел разорвал тишину и выбросил его из его размышлений. Григорий быстро прицелился, ожидая увидеть свою добычу в поле зрения. Однако, вместо этого, он обнаружил слегка раненого волчонка, который в ужасе испустил свой последний вопль. Сердце охотника жалось от сострадания. Он не мог оставить существо без помощи и решил спасти волка. В ущелье, среди горных хребтов, Григорий осторожно заботился о своем новом друге. Он назвал его Рокки по его сильному и величественному характеру. Годы прошли, Гриша и Рокки стали неразлучными приятелями. Они проводили вместе много времени, и волк стал верным спутником охотника. Дружба между ними была необыкновенной, и их связь была так сильной, что Григорий порой думал, что они делили одну душу. И вот однажды, когда они отправились на очередную охоту, наводненные туманом горы стали свидетелями трагедии. Внезапно перед ними возник огромный медведь с жутко вспушенными шерстяными плечами и опасными клыками. Григорий ощутил угрозу, которая исходила от этого грозного зверя. Рокки, не раздумывая, бросился на защиту своего друга. Он демонстрировал великолепное мастерство в бою и вошел в смертельный бой с медведем, стараясь отвлечь его внимание от Григория. В их зубодробительной схватке земля затряслась от мощи их ударов. Охотник наблюдал за этим смертельным танцем между животными со слезами на глазах. Он осознал, что Рокки отдает свою жизнь ради его спасения. Но он не мог позволить своему другу и компаньону умереть зря. В последнем, отчаянном ударе, Рокки пронзил сердце медведя своими острыми зубами, одновременно получив смертельную рану. Животные горных хребтов выполнили свою роль, и медведь опустился на землю, окончательно побежденный. Григорий бросился к Рокки, одновременно благодаря за его безграничное мужество и оплакивая свою потерю. Он почувствовал боль и пустоту, охотник терял не только верного друга, но и часть своей собственной души. С течением времени Григорий стал помнить Рокки как символ храбрости, верности и постоянства. В его сердце всегда будет жить память о волке, который спас его жизнь ценой собственной. Он стал защитником и хранителем этой природной среды от невежественного использования ее ресурсов. Он начал проводить исследования и разрабатывать программы по сохранению видов и биоразнообразия, сделав свою новую область деятельности еще более масштабной и важной. Таким образом, благодаря своему обновленному путешествию и преображенному предназначению, Григорий продолжал исследовать лесные тропы с гордостью и признанием. Он стал символом не только личной мудрости и самореализации, но и мощным примером того, как благородная душа может обрести свое истинное предназначение и принести пользу всему окружающему миру. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.